Чем больше я наблюдаю за тем, как Чингук относится к Тэхёну, тем больше понимаю, что у него всегда есть определенные соображения и исключения, когда дело касается того, кого он действительно любит. Это можно увидеть в разных ситуациях, и неудивительно, что, несмотря на то, что Чингук часто строг, даже противоречив и имеет твердые убеждения, он всегда кажется мягким в общении с Тэхёном. Конечно, у вас может быть другое мнение, но никто не станет отрицать, что единственной слабостью Чингука всегда был Тэхён. И когда Чингук говорит, что с ним трудно иметь дело, единственное его правило – не называй себя Тэхёном. Потому что, когда Юнги готовит для всей группы без учета вкусовых предпочтений, даже если Тэхён единственный, кто не любит острую еду, Чингук приходит и готовит особое блюдо только для него. Он делает это в приоритете, чтобы Тэхён тоже мог насладиться едой, будучи единственным исключением. И когда Тэхён наконец-то может есть без проблем, Чингук косвенно показывает нам, что он всегда будет делать для него такие исключения. И если вы помните, на Феста 2019 Чингук уверенно заявил, что он никогда не был первым, кто сказал «я люблю тебя», и даже извинился за то, что не мог сказать это никому. Однако он сказал это Тэхёну в программе «Ты уверен?». После того, как он повесил трубку, чтобы поиграть с Тэхёном, потому что Тэхён снова бы волновался за него, если бы увидел Чингука за рулем мотоцикла в другой стране, Чингук не мог перестать смеяться над шуткой Тэхёна. Вскоре после этого он получил сообщение от Тэхёна, в котором тот ругал его и критиковал за то, что он повесил трубку. Однако вместо того, чтобы обидеться, Чингук удивился, как Тэхён может быть таким милым, а затем ответил, что Тэхён самый лучший и постоянно повторяет «я люблю тебя», чтобы его порадовать. Забавно, что, хотя Чингук говорил, что никогда так не поступал ни с кем, он сделал это с Тэхёном, даже когда тот отругал его в сообщении. Это показывает, что Тэхён – единственное исключение и единственный случай, когда Чингук может первым сказать «я люблю тебя», если это Тэхён. Этот момент может быть не таким известным, как кажется, и его легко можно пропустить, но если говорить о том, как Чингук всегда оказывает Тэхёну особое внимание, то это можно увидеть в первом эпизоде «BTS становятся разработчиками игр». Когда участникам нужно было выбрать название для игры, и каждый представил свою идею, все должны были голосовать за идею другого участника. Однако, когда Тэхён выбрал свое собственное название «7 деревьев», Джин сказал, что все в порядке и он не против. Чингук тоже сказал, что название хорошее и идеально подходит к игре, поэтому он совсем не возражает. Пока Тэхён не возражал, Чингук сделал бы исключение, просто потому, что это был Тэхён. Однако, когда Сакджин сказал, что хочет проголосовать за свою идею, Чингук тут же отверг ее и пожаловался, что так быть не должно. Ранее он позволял Тэхёну делать то же самое. Сакджин возразил, увидев, что Чингук не дал ему никакой поблажки, а только Тэхёну. Эта разница в отношении еще раз заставляет нас понять, что Чингук всегда так поступает, и на то есть причина. А когда Сакджин открыто заявил, что Чингук сделал это специально, отвергнув его, но при этом расхваливая Тэхёна до упаду, все стало предельно ясно. 21 июля 2024 года, после того, как Тэхён поделился в своей истории в Инстаграм несколькими фотографиями, на которых Чингук пересекает континенты только потому, что получил от Тэхёна сообщение «Я скучаю по тебе», а затем назвал его таким красивым, что тот мог бы его убить, стало ясно, на что способен Чингук. Он был готов совершить 9-часовой перелет и бросить все дела, просто потому, что Тэхён попросил его об этом. Даже когда Чингук был в команде соперников и вынужден был лгать Тэхёну, чтобы проиграть игру, давая ему подсказки, которые привели бы к поражению, когда раскрылась настоящая команда и Тэхён понял, что Чингук все это время лгал ему, первое, что сделал Чингук, это убедился, что Тэхён понял, что на самом деле он никогда не лгал. Несмотря на то, что они были в разных командах, Чингук всегда искренне старался помочь Тэхёну, ставя его честность и честь выше него. – 15 августа в программе «Ты уверен?». Когда Тэхён испугался и не решался подпрыгнуть из-за боязни высоты, Чингук уже был готов подняться и дать Тэхёну понять, что он рядом. Возможно, он не замечал ничего вокруг, но тот факт, что Чингук поднялся до уровня Тэхёна и улыбнулся ему, показал, насколько сильно он заботится о нем. Зная,
как сильно Тэхён испуган, Чингук заверил его, что он справится. И хотя Тэхён постоянно спрашивал, действительно ли Чингук ему верит, Чингук продолжал подтверждать свою уверенность. В конечном итоге, этой поддержки было все, что нужно Тэхёну, чтобы прыгнуть и сдержать свое обещание, та безусловная поддержка, которую мог дать только Чингук. Как мы также видели на мероприятии Lati Fan Event 2016, во время игры Чингук очень явно отдал предпочтение Тэхёну и даже не пытался это скрыть. Несмотря на свою известную склонность к соперничеству, Чингук решил помочь Тэхёну, заранее сообщив ему, в каком направлении он будет двигать рукой, обеспечив победу Тэхёна. После победы Тэхёна Джин пытается уговорить Чингука сделать то же самое для него, но Чингук отказывается, что приводит к поражению Джина и смеху Тэхёна. На протяжении игры становится все яснее, что Чингук не помогает другим участникам таким же образом. Ни Намджун, ни Чимин, ни Юнги не понимают его намеков, и все проигрывают. Хотя нет доказательств того, что Чингук играл против Хобби, ясно, что из 5 подтвержденных игроков только Тэхён получил особое преимущество. В очередной раз Чингук демонстрирует, что у него всегда было такое предпочтение к Тэхёну, и он не пытается это скрывать. И особенно очевидно, что Чингук даже не пытается замаскировать свое предпочтение к Тэхёну, как будто это самое обычное дело на свете. Он не стесняется демонстрировать, что всегда будет поддерживать решение Тэхёна даже без просьбы. Потому что, если вы помните тот эпизод Ран, Чингук делал все возможное, чтобы проиграть, и громко признавал, что проиграл все задания, хотя в этом не было необходимости. По словам Намджуна, Чингук мог бы прийти последним и спастись. Но он предпочел признать поражение, потому что знал, что Тэхён – победитель игры и получит одно желание от Джинна. Поскольку Чингук проиграл, ему пришлось стать Джинном Тэхёна, притворяясь, что он ничего не знает, хотя было ясно, что он сделал это намеренно. И хотя желание Тэхёна нигде не было показано, было очевидно, что Чингук был готов проиграть ради Тэхёна. Чингук всегда был известен своим соревновательным духом и невероятной энергией, которая иногда может подавлять окружающих. Но всегда найдется человек, который сможет смягчить эту жесткость и изменить правила. Потому что вместо конкуренции между ними существует уникальная связь. Потому что, как бы суров Чингук не был к другим, Тэхён всегда будет исключением из его правил. И, возможно, именно поэтому для многих, кто действительно обращает внимание на мелочи, отношения Чингука и Тэхёна всегда кажутся особенными. Дело не в том, что они пытаются это показать, а в том, что это происходит естественно, без принуждения, без необходимости объявлять об этом и без осознания того, что за ними наблюдают. Чингук никогда прямо не говорит, что Тэхён – исключение из его правил. Он никогда не говорил этого прямо и ясно. Но его поступки всегда говорят громче слов. От того, как он меняет свои привычки, нарушает собственные принципы, до того, как он снижает жесткие стандарты, которые всегда предъявлял миру, все меняется, когда он сталкивается с этим одним именем. В поведении Чингука по отношению к Тэхёну есть что-то глубоко человеческое. Он не просто защищает, не просто поддерживает, а доверяет. И это доверие проявляется в маленьких, часто незаметных моментах, в ищущих взглядах, в реакциях, которые всегда первостепенны, и в спонтанных решениях, которые, кажется, принимаются только для одного человека. Когда Чингук шутит с другими участниками, существует четкая дистанция, черта, которую никогда по-настоящему не переступают. Но с Тэхёном этой черты, кажется, не существует. Чингук может быть ребячливым, избалованным и даже показывать свою уязвимую сторону без всякой неловкости. Как будто перед Тэхёном ему не нужно быть сильным, конкурентоспособным, всегда стремящимся к победе Чингуком. Ему просто нужно быть самим собой. Самое поразительное – это то, как Чингук никогда не пытается оправдать это особое отношение. Он не чувствует необходимости объяснять или рационализировать свои действия. Когда другие протестуют, он стоит на своем. Когда эти разногласия всплывают на поверхность, он не отступает. Он делает то, что считает правильным, до тех пор, пока это касается Тэхёна. Дело не в том, кто явно пользуется привилегиями, а в том, кто считается наиболее важным. Дело в том,
кто всегда присутствует в расчетах, даже до принятия решения. Дело в том, чье присутствие может изменить реакцию Чингука с резко на мягкую, с импульсивной на осторожную. Даже в ситуациях, когда Чингуку следовало бы встать на сторону логики, правил или конкуренции, он часто выбирает эмпатию, когда дело касается Тэхёна. Он сначала позаботится о том, чтобы с Тэхёном все было в порядке, прежде чем думать о результате, своей репутации или даже о себе. И в этом заключается его особенность. Чингук хочет не просто, чтобы Тэхён победил, он хочет, чтобы Тэхён чувствовал себя в безопасности, понятым и не одиноким. Для кого-то это может быть просто совпадением, которое случается слишком часто. Но для тех, кто наблюдал за этим путем с самого начала, закономерность слишком устойчива, чтобы ее игнорировать. С ранних лет, от маленьких игр до важных решений, от смеха до напряженных моментов, имя Тэхёна всегда присутствовало в жизни Чингука на одном и том же этапе. И, возможно, в этом и заключается истинный смысл быть исключением. Дело не в показном отношении, а в непоколебимой последовательности. В том, что человек всегда остается на одном и том же месте, независимо от того, как сильно все вокруг него меняются. Потому что в конце концов важно не то, как часто Чингук что-то говорит, а то, с кем он готов нарушать свои принципы. И с течением времени одно остается неизменным: среди всех людей, всех правил и всех границ, которые устанавливает Чингук, Тэхён всегда будет тем исключением, о котором он никогда не пожалеет.